Привет, народ! У меня на обзоре сегодня очередной фонарь из Поднебесной, фонарь от бренда Wurkas и модель фонаря HD02. Вот такой вот футуристический, даже космический фонарик ко мне приехал на обзор, как я вам месяц, наверное, назад и обещал. Приехал в такой вот коробке, на коробочке имеется, как всегда, QR-код, по которому, если мы перейдем к инструкции на разных языках. Здесь указано у нас 3200 люмен максимальное свечение, максимальная дальнобойность 330 метров. Значит, имеется зеленый лазер и также имеется ультрафиолетовый фонарь с длиной волны 365 нанометров. Здесь, опять же, модель фонаря HD02, цвет пистолетный вот такой, гун, да, или как он читается. Фонарь построен на базе светодиода SFT 70.2 с световой температурой от 6 до 6500 Кельвина. Полный набор, ну и, конечно же, все это сделано в Китае. На нижней стороне коробки, как всегда, все расписано, все режимы досконально. Итак, что мы имеем за режимы? Spotlight. Ну, мы все привыкли считать этот режим как бы точечным светом, дальним светом, но в этом фонаре, друзья, как бы два свечения в одном, и дальний, и ближний. Итак, в низком режиме это 10 люмен, наш фонарик сможет проработать 140 часов. А вот в турбо режиме это 3200 люмен, наш фонарик сможет проработать, к сожалению, всего лишь одну единственную минутку. И в режиме 1000 люмен 105 минут. Итак, боковой холодный свет, низкое свечение 5 люмен, сможет проработать 145 часов. И высокое свечение, это у нас 300 люмен, сможет проработать 4 часа. Боковой свет теплый, опять же низкий режим 5 люмен, 145 часов работы. И уже здесь видите на желтом свечении, на высоком режиме всего лишь 250 люмен. Сможет проработать также 4 часа. Есть фонарь ультрафиолетовый. Низкий режим равен 0,8 ватта. Работа 15 часов. Высокий режим 3 ватта. Работа 5 часов. Ну и также есть зеленая лазерная указка. Вот, с мощностью 3 милливатта и работой в 60 часов. Также имеется ниже данные, значит, опять же модель 02, вес 195 грамм, зарядка производится 5 вольтами, 2400 миллиампер, ну, размеры, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вскрываем, смотрим, здесь есть такой вот язычок, видите, он замурзанный, то есть я, конечно же, вскрывал и смотрел. Вот, здесь опять у нас язычок со стрелочкой, берем, тянем, но поддерживаем снизу, так как снизу у нас расположен сам фонарик. И получаем, что мы здесь? Прочти меня. То есть перед использованием нужно удалить либо этот, с этой стороны изолятор будет стоять, либо с этой, а возможно и с двух. Поэтому смотрите внимательно, если у вас фонарь не будет работать. Имеется инструкция. Инструкция, друзья, на множестве языков, но также имеется и русский язык. То есть здесь в табличке у нас указано практически то же самое, что мы видели с вами на коробке. Ну и вот есть карта режимов. В карте режимов я нашел две ошибочки. Если не забуду, я покажу. Ну, ошибки такие, в принципе, как бы ни о чем. Положили вот такой вот обрубок Type-C на Type-C кабель зарядки. Обычно они клали с фонариками метр, а здесь вот 20-25 сантиметров всего лишь. Есть в комплекте темлячок. Темлячок довольно такой хороший, качественный. В принципе, как всегда и как обычно, да. Ну и, конечно же, в комплекте два запасных резиновых колечка. И вынимаем сам фонарь. Довольно жестко сидит в этом ложементе. Пакетик снимаем и получаем вот такой вот классный космический фонарик. Фонарик изготовлен из аэрокосмического анодированного алюминия. Анодирован в такой вот пистолетный цвет. То есть цвет прикольный и классный. Думаю, вы со мной в этом согласитесь. Имеется вот такая очень жесткая скоба, прищепка. Очень, друзья, жесткая. Если даже взять ее, одеть на бумагу, то фонарик у нас абсолютно не съедет и не свалится. Держит просто отлично. Трехрежимный переключатель с кнопочкой включения-выключения. Вот раз, два, три. И кнопка включения-выключения. Ну а здесь у нас что имеется? Значит, вот этот вот светодиод 70.2. То есть, как бы я сказал, многофункциональный. Я думаю, за счет рассеивателя. То есть, есть и дальний, и широкий ближний свет одновременно. В этом окошке у нас установлен
ультрафиолетовый светодиод. Ну и здесь точечка, выход лазера, зеленая лазерная указка. Здесь, как всегда, имеется разъем для подключения зарядного устройства, то есть Type-C. Думаю, понятно. Ну и вот такие вот открываются ушки. И фонарь получается совершенно как космический аппарат, как какой-то спутник. Ну, прикольный дизайн. Единственный минус, допустим, для меня в этом фонаре, это то, что вот эти вот крылышки, да, их нельзя развернуть на 180 градусов. Давайте расскажу сразу почему. Потому что если его использовать в качестве подсветки в палатке или где-то еще и цеплять магнитом кверху палатки, то весь свет у нас, получается, будет на крышу. При максимальном свете это все дело, конечно, будет освещаться и внизу, но это только при максимальном свете. Позже вы посмотрите, вот мой тест вместо палатки, я его использовал в тепличке. Да, и сразу укажу на один минус. То есть, получив данный фонарик, конечно же, я начал им баловаться, изучать, все эти вот дела туда-сюда открывать. И буквально через некоторое время я заметил, что уже наши эти вот крылышки, слушайте, то есть до конца уже как бы не прижимаются, имеют такой маленький вот пока что люфтик с обоих сторон. Не знаю, как поведет себя в будущем, но будем надеяться, как говорится, на лучшее. Ну и также, как я уже упоминал, имеется магнит. В крышке имеется, видите, резьба под штатив. И в магазине Вуркас на Алиэкспресс я уже смотрю, что продается фонарик вместе с таким маленьким компактным штативом. То есть есть такая позиция, переходите, смотрите. Ну а я продемонстрирую очень довольно мощный магнит. То есть штангенциркуль, видите, и полностью с батареей фонарик висит. И причем держится даже вот отлично. То есть фонарик ручной, не налобник. И будет полезен где-то, можно даже положить в автомобиль. В каких-то дальних поездках, если что-то, не дай бог, нужно подремонтировать, спокойно клеим под капот и что-то там где-то крутим. Ну, либо на крыло при замене колеса. То есть все продумано, в принципе, как бы отлично. Готовим фонарь в рабочее состояние. Вот видите, какая мощная пружина. Я вот пружиной через изолятор достаю аккумулятор. Значит, аккумулятор 21700, номинальное напряжение 3,6 вольта, 5000 мАч. Вуркас. Открываем изолятор и его просто выбрасываем. Вот, и аккумулятор, видите, довольно неплохо держится. Ну, от рывка, конечно, падает. Имеется позолоченная пружинка на крышке. И имеется, опять берем Вуркас и смотрим пружинку там. Тоже позолоченная пружинка на плате, видите. Все сделано качественно. Довольно неплохая, видите, фрезеровка. Все гладко, чисто, красиво и аккуратно. То есть Вуркас и Сафир отличаются своим вот таким вот качеством. Оснащаем фонарик. И посмотрим, сколько же весит наш фонарь. Вот, так сказать, в полном рабочем боевом состоянии. Весы в ноль. Ставим фонарик. 255 грамм. И мы все помним, что на коробке было заявлено вес фонаря без батареи 195 грамм. Теперь давайте по режимам. И начнем мы с первого режима. Это режим блокировки. То есть четырехкратное быстрое нажатие у нас ставит фонарь в режим блокировки. Раз, два, три, четыре. Фонарик моргнул. Сказал: брат, я тебя понял, я на блокировке и больше не включусь. Ну и любые случайные нажатия, он только будет мигать и говорит нам, что он на блокировке. Разблокируется фонарь точно так же, четырьмя быстрыми нажатиями. Раз, два, три, четыре. Во время включения фонарика несколько секунд горит у нас индикатор, который показывает состояние аккумуляторной батареи. То есть зеленый, красный и красный мигающий. Там значение, друзья, я уже не помню, но это в принципе как бы и не важно. Так, давайте выключим. У нас режим основного света. И давайте включаем. То есть нажимаем и удерживаем. Это у нас режим как таковой низкий самый. 10 люмен. Вот так это все дело выглядит. Значит, нет переключения на ступенчатое переключение. У нас все изменяется плавно. Нажимаем, держим. Добавили. И теперь нажимаем, держим. Добавили. Нажимаем, держим. Уменьшили.
добавили. То есть вот так вот все это дело происходит. Это максимальный режим, то есть турборежим. Фонарик моргнул, сказал: все, я на максималке. Ну что ж, здесь мы можем прекрасно наблюдать в середине такой ствол огня, да. Это у нас дальнее свечение. И угол этого свечения составляет 13 градусов. Ну а здесь широкий такой угол. Получается ближний свет, и этот угол у нас равен 89 градусов. Опять же, по заявлению производителя. Мы все помним, что фонарь в турборежиме горит буквально минутку. Многие скажут: о, что за фонарь? Хотя, в принципе, все фонарики в турборежиме работают недолго. Почему? Потому что вот за такой короткий срок фонарик у меня нагрелся, даже не взять рукой. Второе. Зачем нам надо турборежим? Ходить мы с ним постоянно не будем. А надо он нам там в крайних каких-то случаях посмотреть куда-то вдаль, буквально пару секунд, и, грубо говоря, выключить. Допустим, сидим мы на рыбалке, где-то в метрах 30-40 от нас находится поплавок, чтобы посмотреть, что с ним делается, ну, особенно в ночное время. Допустим, включаем вот этот турборежим, посмотрели на поплавок, что нам еще надо. Больше нам ничего не надо, обратно выключили. И таким образом вот эта минута будет у нас работать где-то на, не знаю, там 15-20 нажатий, возможно. Но это мое субъективное мнение, с ним, конечно же, не обязательно соглашаться. Ну что ж, включаем фонарь, немножко сбросим освещение, чтобы не так жарил. Вот. И здесь есть еще только один режим, это режим стробоскопа. Раз, два, три. Вот так это все дело у нас выглядит. Следующее нажатие переключает фонарь в тот режим, с которого был включен стробоскоп. И следующее нажатие уже просто выключает наш фонарь. Значит, нашел я ошибку здесь. Ошибку. Сейчас я попробую вам показать. Хотя видео немножко удлинится, но да ладно. То есть у нас вот здесь вот указано со включенного состояния. Нажатие и удержание сбрасывает фонарь вниз. Включаем. У нас довольно неплохое свет. Давайте турборежим. И теперь нажатие и удержание. И у нас ничего не происходит, кроме регулировки освещения. Это одна ошибка. Вторую ошибку пока посмотрим попозже. В принципе, она такая же самая. Итак, следующий режим у нас режим. Включаем. Это ультрафиолетовое свечение. То есть здесь у нас только два режима. Это низкий режим. Нажимаем, удерживаем. И это высокий режим. Все. Больше никаких режимов нет. Ну а ультрафиолетовый свет, вы все знаете, это основное проверить денежку. Да? Вот этот вот S. Все занимаются проверкой. Ну и в остальных случаях это у нас можем поискать у себя дома на коврах, если у вас есть домашние животные, кот, собака, вот следы жизнедеятельности. Есть такие плохие животные, которые любят ходить на коврик. Вот. И позже, опять же, в ночном тестировании вы посмотрите, как вот светится мох, там, или не знаю, как там, лишайник, как это правильно назвать. То есть вот это все дело можно обнаружить при помощи ультрафиолета. Ну и еще одна из функций, это если мы используем какой-то либо там клей, или что-то в этом роде, вот допустим стекольный клей, когда заделывают трещины, то для быстрой сушки тоже используется ультрафиолет. Ну и у нас остался режим, вот такой вот режим лазерной зеленой указки. Просто один режим и все. Бьет очень далеко, четко, все видно. В принципе, тоже ночью я вам все это дело продемонстрирую. И в одном из этих режимов, по-моему, в режиме ультрафиолета или бокового света. Ну, короче, то же самое. Такая же ошибка по сбросу в низкий уровень. То есть нажатие и удержание. Такого не происходит. Боковой свет. Значит, при выключенном фонарике мы можем открытием просто вот этих крылышек включить данный боковой свет. Не закрывая крыльев, мы можем нажатием этот свет выключить. Но как только мы сложим крылышки и ничего не трогая, опять захотим их открыть, они автоматом опять у нас включаются. Регулировка то же самое. Нажимаем, держим, добавляем яркость.
Фонарик моргнул, сказал, что я на полной яркости. Но опять же, данный фонарик будет удобен где-то поставить там ночью, когда вы сидите с друзьями, допустим, за столом. Вот в центре стола поставить, и какая-то зона будет освещена. Но опять же, в таком положении он неустойчивый. Надо будет ставить на какую-нибудь там, не знаю, крышку от банки. Вот тогда-то все будет песня. Чтобы поменять свечение фонарика, так как у нас в фонарике есть и теплое свечение, значит, что мы должны сделать? Нажимаем и удерживаем. Одно краткое нажатие с удержанием. Раз, держим. Так, это мы добили до конца белый свет. Нажимаем, держим. И вот свет у нас изменяется на теплый желтый. Тоже прикольно, тоже классно. Можем пользоваться. Значит, режим, давайте я закрою. Включим мы основной свет. Вот, включаем. Давайте добавлю немножко. Из любого режима при открывании крылышек, видите, у нас основной свет выключается и, соответственно, загораются вот эти вот крылышки. Будь то основное свечение, будь то ультрафиолетовое свечение, происходит все ровно так же. И будь то лазерная, допустим, указка. Как только открыли крылышки, здесь у нас все погасло. Вот, все, друзья, с режимами. Сейчас в планах посмотреть, будет ли работать фонарик при зарядке на шнурке. Включаем фонарик. Вот включена у нас зарядка. И давайте смотреть все режимы. Включаем, добавляем свечение. Работает. И турбо. Турборежим, двойное нажатие. Все работает. Так, смотрим ультрафиолет. Работает. Ниже, ярче. Смотрим лазерную указку. Работает. Смотрим крылышки наши. Крылышки имеют полное свечение. То есть полный функционал на проводе. Что опять же я считаю большим плюсом, друзья. Так, зарядку саму показывать нет смысла, видимо. Ну, давайте продемонстрирую, так как у меня фонарик полностью заряжен. Ну и что мы получаем? 5 вольт, 1,4 ампера. Ну, немножко попользовались, он, видите, дозаряжается. Так, и еще одна немаловажная функция фонарика, особенно вот походного ручного фонарика, да. Так, давайте выключим. Это функция повербанка. Есть у меня такой шнурок двухметровый. 100 ватт. Включаем фонарик. Берем телефон и смотрим, будет он что-нибудь заряжать или не будет. Да, пожалуйста, пошла зарядка. Ну, телефон заряжен на 75%. Как мы видим, ни турбозарядки нет. Но опять же, в походе где-то сел телефон, позвонить срочно надо. Вот, мало ли какая там ситуация. Подключаем к фонарику, дозаряжаемся, звоним куда и кому нужно. Я считаю, просто отлично. На этом, друзья, с режимами все. Сейчас смотрите, вот мои ночные тесты. Ну что, народ, улица вот так вот освещена. И давайте попробуем Moonlight, так сказать, включить на фонарике. Вот так это все выглядит. То есть таким точечным пятном. Ну и вот такой вот засвет ближнего света, я бы сказал, да, радиус. Так, и поскольку у нас нет ступенчатого переключения, ну давайте попробуем, немножко добавлять буду. Вот так. Видите, как уже все освещает дом. То есть просто отлично. Ну и давайте, наверное, сразу турборежим. Двойное нажатие и, пожалуйста, вон мои дубы. 200 метров примерно, наверное, даже плюс. Вдалеке сейчас морозик такой небольшой, ну и вот такая какая-то дымка, или как назвать, видите, на улице. То есть 200 метров плюс там, наверное, фонарь отлично добивает. Так, пойдем, наверное, во двор. И сразу смотрим, вот, такое освещение. Просто обалденное. Вот такой вот радиус, широчезный просто радиус ближнего света. Ну и в центре вы видите пятно от дальнего света в 13 градусов. То есть отлично. Сейчас немножко я сброшу
яркость. Вот, кстати, мы посмотрели на яркость. И сейчас давайте опять подыму. Ой, опять сбросил. Все, это минимум. Вроде бы. Нет, вот минимум. Ну и уже он почти даже не достает до гаража. Видите, на телефоне вам видны такое световое пятно. Вот я рукой вращаю, а глазом абсолютно, в принципе, как бы и не видно. Ну что ж, пошли посмотрим во двор. Как всегда, по стандарту. Вот отсюда я уже вижу, что освещается забор, а вам на камеру это, как я всегда говорю, немножко видно ярче. Поэтому всегда делайте скидку или добавку, не знаю, на камеру. Камера передает немножко красочней, нежели видно глазом. Вот, допустим, травка вам видно зелененькая, но глазом она уже вся покрыта морозом. Такая в белом инее, я бы сказал. Так, давайте добавлю немножко. Видите, как бьет. Даже вот такой, я бы сказал, средний, наверное, уровень. Он опять же березка одна. Березка вторая вдалеке еле видна. Ну и давайте, наверное, сразу турбо. И сразу куда-то, сразу на березку. Бамс! Просто шикарное освещение. Очень широкий угол. В то же время, видите, и дальнобойность у него есть. Отличный ручной фонарик. Выхожу и смотрим на зону освещения и тени. Глазом примерно видно, друзья, то же самое. Вот такой вот фонарик. Ну что ж, хорош, наверное, я думаю, всем все понятно. Переключаем на лазерную указку. Вот такое пятнышко, видите, на земле. Давайте поедем на гараж. Вот так это все видно. И очень далеко и точечно бьет. Вот на банке он сейчас. Давайте на березу попробуем. Что-нибудь увидим или нет? Да, видите, на березке есть точка, которая, конечно, пропадает. Где-то в ветках путается. Но все это прекрасно видно. То есть замечательно. Вот так вот. Ну что ж, у нас ультрафиолет. Так, не знаю, какой режим. Наверное, минимальный. Давайте еще максимальный. Хоп, максимум. Так, где у нас какой-нибудь мох посмотреть? Светится, не светится морозом. О, как четко, смотрите. Вот на заборчике у нас мох. И вот так это все дело выглядит, видите. Сразу светится таким морковным цветом. На ржавчине растет, наверное. Так, а давайте посмотрим на это все дело при ярком свечении. Вот, то есть, обычный зеленый мох такой. Вот мы можем заниматься поисками. Видите, как очень ярко светится. Глазу, в принципе, видно, наверное, я бы сказал, то же самое. Шикарно. Что мы тут еще можем найти на земле? Наверное, ровным счетом ничего, кроме вот этой вот ржавчины. Вернее, не ржавчины, цвет ржавчины, да, кроме моха на заборе. Так, народ, не знаю, как показать вам боковые крылышки. Сейчас я их буду открывать. Вот. Открываю одно. И открываем второе. Да, конечно, одной рукой это все дело неудобно делать. Но мы попытаемся. Все, открыл второе. Все при вас, все на вас. Вот, короче, вот моя тепличка. Принимаем это все дело, дабы якобы за палатку. Цепляем на магнитик. Хоп. Вот так это светит. Видите, вниз света попадает, к сожалению, мало. Поэтому хорошо, конечно, производителям было бы сделать и перевернуть, не перевернуть, а чтобы эти ушки, крылышки, вращались вокруг своей оси. И можно было их опустить вниз. Конечно же, если поставить на столик, как в прошлом фонарике, все будет прекрасно освещено. И будет прекрасно видно. Ну, а мы посмотрим, наверное, на теплицу, как это все выглядит издалека. Вот такое освещение, видите. То есть точечно освещает потолок, ну и немножко света попадает вниз. Так, а сейчас я попробую включить максимум.
тепличку и включаем максимум. Оп. Вот, даже свет, видите, попадает и вниз, то есть в палатке, в беседке где-то будет тоже шикарно работать. Я включил на минимальном, считай, свете и, честно говоря, подрастроился. Но потом вспомнил, что я не включил максимальный свет. Вот мы что с вами сделали. И давайте смотреть, что у нас получается с улицы. Вот, считай, вся теплица, смотри, как освещена. Просто замечательно. Замечательно. То есть, хороший ручной фонарик будет очень полезен где-то в походах. Вот с таким вот освещением. На этом, друзья, все. Надеюсь, что-то полезное из этого видео вы для себя подчерпнули. Будем с вами прощаться. До новых встреч, до новых видео. Пока. Спасибо за внимание.